Артур Конан Дойл. Голос науки. Миссис Эсдейл из поместья Линденс, что в Бёрчеспуле, была дамой весьма выдающихся научных познаний. В качестве почетного секретаря дамского отделения местного эклектического общества она сияла неугасающим блеском. Поговаривали даже, что во время глубокомысленной лекции профессора Томлинсона о перигенезисе пластидулы она оказалась единственной женщиной в зале, сумевшей проследовать за мыслью лектора хотя бы до конца названия его доклада. В уединении Линденса она поддерживала Дарвина, посмеивалась над Мивартом, сомневалась в Геккеле и качала головой при упоминании Вейсмана. Делала она это с такой непринужденностью, которая вызывала восхищение университетских профессоров и наводила ужас на тех немногих студентов, что отваживались переступить ее просвещенный, но гостеприимный порог. Разумеется, у миссис Эсдейл были и завистники. Впрочем, это неизбежная плата за исключительные достоинства. Ходили едкие женские шепотки о зубрежке энциклопедий и учебников накануне очередного научного собрания. Шептались и о том, с какой осторожностью в ее собственном доме беседа искусно направлялась лишь в те русла, в которых хозяйка ориентировалась уверенно. Поговаривали также о блестящих речах, написанных чьей-то мужской рукой, которые амбициозная дама заучивала наизусть, а затем блистательно выдавала за экспромты, проливающие свет на темные, малоизученные уголки современной науки. Утверждали даже, будто эти небольшие блоки информации время от времени путались в голове у их обладательницы, из-за чего после лекции по энтомологии она могла разразиться геологической тирадой или наоборот, к великому изумлению слушателей. Так распускали сплетни недоброжелатели, однако те, кто знал ее ближе, сходились во мнении, что она была очаровательным и весьма умным созданием. Было бы странно, не пользуйся миссис Эсдейл популярностью среди местных ученых, ведь ее прелестный дом, чудесный сад и все гостеприимство, которое только может позволить себе обладатель доходов 2000 фунтов в год, всегда были к их услугам. Летом на ее приятных лужайках, а зимой у камина в гостиной велись возвышенные разговоры о микробах, лейкоцитах и стерилизованных бактериях. Здесь худые, аскетичные материалисты из университета отстаивали важность земной жизни против круглолицых, упитанных защитников ортодоксии из кафедрального собора. И в самом разгаре этих жарких словесных дуэлей, когда научные доказательства сходились в немилосердном бою с непреклонной верой, одно лишь слово умной вдовы или своевременный пассаж по клавишам рояля в исполнении ее хорошенькой дочери Розы возвращали обществу былую гармонию. Розе Эсдейл только что исполнилось 20 лет, и она считалась одной из первых красавиц Бёрчеспула. Ее лицо, возможно, было слегка удлиненным для идеальной симметрии, но глаза были прекрасны, выражение лица исполнено доброты, а цвет кожи восхитителен. К тому же ни для кого не было секретом, что по завещанию отца она имела 500 фунтов в год личного дохода. Обладая такими преимуществами, девушка куда менее привлекательная, чем Роза Эсдейл, могла бы произвести фурор в обществе провинциального городка. Научный вечер в частном доме, мероприятие весьма хлопотное, однако мать и дочь не отступили перед этой задачей. Утром того дня, о котором я пишу, они сидели вместе, обозревая плоды трудов с приятным чувством. Все сделано, остается лишь принимать поздравления друзей. С помощью Руперта, сына хозяйки дома, они собрали со всех уголков Бёрчеспула предметы, представляющие научный интерес, которые теперь украшали длинные столы в гостиной. Более того, хлынувший в дом поток всяческих диковин заполнил не только отведенные для встречи комнаты, но и устремился вниз по широкой лестнице, захватив столовую и коридор. Вся вилла превратилась в настоящий музей. Образцы флоры и фауны Филиппинских островов, трехметровый панцирь черепахи с Галапагосских островов, лобная кость дикого быка, застреленного капитаном Чарльзом Бизли в тибетских Гималаях,
бацилла Коха, выращенная на желатине, эти и тысячи других подобных трофеев украшали столы, на которые в то утро с удовольствием взирали обе дамы. «Ты справилась просто блестяще, мама», — сказала молодая девушка, потянувшись вверх, чтобы поздравить ее поцелуем. «С твоей стороны это было так смело, взяться за такое дело». «Полагаю, все вышло как надо», — удовлетворенно замурлыкала миссис Эсдейл. «Но я очень надеюсь, что фонограф сработает без накладок. Ты же знаешь, на прошлом заседании Британской ассоциации я уговорила профессора Стендертона наговорить на него свои замечания о жизненном цикле медузоидного гонофора». «Да чего же странно думать», — воскликнула Роза, взглянув на квадратный коробкообразный аппарат, занимавший почетное место в центре главного стола, что эти дерево и металл заговорят совсем как живой человек. «Ну, едва ли так, милая». Разумеется, бедняжка может произнести лишь то, что в него наговорили. Ты всегда точно знаешь, чего ожидать. И все же я очень надеюсь, что все пройдет гладко. Руперт обо всем позаботится, когда поднимется из сада. Он во всем этом отлично разбирается. Ох, мама, я так нервничаю. Миссис Эсдейл с тревогой посмотрела на дочь и ласково провела рукой по ее густым каштановым волосам. «Я понимаю», — проговорила она своим успокаивающим, воркующим голосом. «Я понимаю. Сегодня вечером он будет ждать ответа, мама. Следуй своему сердцу, дитя мое. Я абсолютно уверена в твоем благоразумии и рассудительности и не стану навязывать тебе свое мнение в таком вопросе. Ты так добра, мама». Конечно, как говорит Руперт, мы действительно очень мало знаем о Чарльзе, о капитане Бизли. Но ведь, мама, все, что нам известно, все в его пользу. Совершенно верно, милая. Он музыкален, начитан, обладает приятным нравом, безусловно, чрезвычайно хорош собой. К тому же из его слов совершенно ясно, что он вращался в самых высших кругах. В лучших кругах Индии, мама. Он был близким другом генерал-губернатора. Ты ведь сама слышала, что он рассказывал вчера о Д'Арси, о леди Гвендолин Ферфакс и о лорде Монтегю Гросвеноре. «Что ж, дорогая», — со вздохом произнесла миссис Эсдейл, «ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать себя. Я не стану тебе ничего приказывать. Хотя, признаюсь, мои собственные надежды были связаны с профессором Стейрсом. Ох, мама, да ты только подумай, до чего же он уродлив. Зато подумай о его репутации, милая. Ему чуть больше 30, а он уже член королевского общества. Не могу, мама. Не смогла бы, будь он даже последним мужчиной на свете. Но, ох, я так нервничаю. Ты даже не представляешь, насколько он серьезен. Я должна дать ему ответ сегодня вечером. Но ведь гости будут уже через час. Не пора ли нам пройти к себе и приготовиться? Дамы уже поднялись с мест, когда на лестнице раздались быстрые мужские шаги, и в комнату стремительно вошел энергичный молодой человек с черными кудрявыми волосами. «Все готово?» — спросил он, пробежав взглядом по рядам столов, уставленных экспонатами. «Все готово, дорогой», — ответила мать. «А, как хорошо, что я застал вас вместе», — сказал он, глубоко засунув руки в карманы брюк, с обеспокоенным выражением лица. «Я хотел поговорить с вами об одном деле». «Послушай, Рози, шутки шутками, но ты ведь не настолько глупенькая, чтобы принимать этого парня, Бизли, всерьез?» «Дорогой, Руперт, попытайся быть хоть немного менее резким», — проговорила миссис Эсдейл, вытянув руку в умоляющем жесте. «Я просто не могу спокойно смотреть на то, как их сталкивают лбами.
«Я не хочу обидеть тебя, Рози, но я не могу стоять в стороне и наблюдать, как ты рушишь свою жизнь ради человека, у которого за душой нет ничего, кроме его глаз и усов. Будь умницей, Рози, и не имей с ним никаких дел». «Это уж точно тот вопрос, Руперт, в котором я способна разобраться лучше тебя», с достоинством заметила миссис Эсдейл. «Вовсе нет, мамуля, потому что мне удалось кое-что разузнать». Молодой Шеффингтон из артиллерии знал его в Индии. Он говорит. Но сестра перебила его разоблачение. «Я не стану оставаться здесь, мама, и слушать, как его клеветут за его спиной». Пылко воскликнула она. «Он никогда не говорил о тебе ничего, кроме добрых слов, Руперт, и я не понимаю, почему ты так на него нападаешь. Это жестоко и совсем не по-братски». С шумным шелестом юбок она устремилась к двери, ее щеки пылали, глаза сверкали, а грудь вздымалась от этой вспышки негодования. Следом за ней, чуть ли не пята в пяту, шла мать, шепча успокаивающие слова и бросая сердитые взгляды через плечо. Руперт Эсдейл стоял, запустив руки все глубже в карманы и все выше поджимая плечи к ушам. Он чувствовал себя ужасно виноватым, но так и не мог понять, винить ли себя за то, что сказал слишком много, или за то, что сказал недостаточно. Прямо перед ним стоял стол, на котором красовался фонограф со всеми проводами и батареями, полностью готовый к приему гостей, которых ему предстояло развлекать. Когда взгляд Руперта упал на аппарат, его руки медленно выскользнули из карманов. С ленивым любопытством он замкнул цепь и запустил машину. Из инструмента вырвался помпезный, хриплый звук, будто кто-то прокашливался, а затем высоким, писклявым голосом, тонким, но отчетливым, зазвучало начало лекции знаменитого ученого. Из всех любопытных экспонатов произвела из себя коробка, которые предлагают нам недавние исследования низших форм морской жизни. Здесь Руперт Эсдейл снова разомкнул цепь, и смешной тоненький звенящий голосок оборвался так же внезапно, как и начался. Молодой человек стоял и улыбался, глядя сверху вниз на этот болтливый кусок дерева и металла. Вдруг его улыбка стала шире, а в глазах заплясал озорной огонек. Он хлопнул себя по бедру и припустил в пляс от восторга человека, наткнувшегося на совершенно новую, блестящую идею. Очень осторожно он извлек металлические пластинки, на которых были записаны замечания ученого-профессора, и отложил их для будущего использования. В пазы он вставил чистые пластины, полностью готовые к записи, а затем, подхватив фонограф под мышку, скрылся в своем кабинете. За 5 минут до прихода первых гостей аппарат снова стоял на столе в полной готовности. Успех научно-литературного вечера миссис Эсдейл не вызывал никаких сомнений. От начала и до конца все прошло просто великолепно. Гости разглядывали экспонаты через микроскопы, брали за руки для демонстрации электрических разрядов, дивились галапагосской черепахе, лобной кости дикого быка и всем прочим диковинам, которые миссис Эсдейл собирала с таким трудом. У различных витрин собирались и беседовали группы людей. Декан Бёрчеспула слушал с протестующе сжатыми губами, пока профессор Мондерс произносил речь над куском триасовой породы, время от времени делая выпады против ортодоксальной теории творения за 6 дней. Кружок специалистов в углу спорил из-за чучела Утконоса. Тем временем миссис Эсдейл переходила от одной группы к другой, знакомила, поздравляла, смеялась, проявляя присущую умной светской даме легкую и грациозную тактику. У окна восседал капитан Бизли с пышными усами в компании дочери хозяйки дома. Они обсуждали свою собственную проблему, такую же древнюю, как триасовая порода, и, пожалуй, столь же малоизученную. «Но мне правда пора идти и помогать маме принимать гостей, капитан Бизли», произнесла наконец Роза, сделав легкое движение, словно собираясь встать.
Не уходи, Роза. И не называй меня капитаном Бизли, зови меня Чарльзом. Ну же, пожалуйста. Ну хорошо, Чарльз. Как прелестно это звучит из твоих уст. Нет, постой, не уходи. Я не вынесу разлуки с тобой. Я слышала о любви, Роза, но до чего же странно. Прожив жизнь среди всего самого яркого и блестящего, я лишь теперь, в этом маленьком провинциальном городке, узнал, что такое настоящая любовь. Вы так говорите, но это всего лишь мимолетное увлечение. А нет, ни в коем случае. Я никогда не покину тебя, Роза, никогда, если только ты сама не прогонишь меня. Но ты ведь не будешь так жестоко, ты ведь не разобьешь мне сердце? У него были очень жалостливые голубые глаза, и в них читалась такая глубокая печаль, когда он говорил, что Роза готова была расплакаться от сочувствия. «Мне было бы очень жаль причинить вам хоть какую-то боль», — промолвила она дрогнувшим голосом. «Тогда пообещай». «Нет-нет, мы не можем говорить об этом прямо сейчас. К тому же все собираются вокруг фонографа. Пойдем со всеми и послушаем. Это так любопытно. Вы когда-нибудь слышали его? Никогда. Это вас чрезвычайно развлечет. И я уверена, вы ни за что не угадаете, о чем он будет говорить. О чем же? Я вам не скажу. Вы сами все услышите. Давайте сядем на эти стулья у открытой двери, здесь так приятно и прохладно. Гости образовали выжидательный круг вокруг инструмента. Наступила благоговейная тишина, когда Руперт Эсдейл замкнул цепь. Его мать медленно повела белой рукой слева направо, задавая такт той звучной речи, что вот-вот должна была поразить их слух. «А как насчет Люси Араминты Пеннифизер?» Вдруг выкрикнул тоненький писклявый голосок. Среди слушателей пронесся шорох и послышались смешки. Руперт взглянул через комнату на капитана Бизли. Он увидел отвисшую челюсть, вытаращенные глаза и лицо цвета сыра. «А как насчет малышки Марты Ховдин из Кинсалского хорового союза?» Выкрикнул все тот же звенящий голос. Смешки зазвучали еще громче. Миссис Эсдейл в недоумении огляделась по сторонам. Роза рассмеялась, а челюсть капитана отвисла еще ниже, причем его сыроподобное лицо приобрело зеленоватый оттенок. Кто это спрятал туза в карточной комнате артиллеристов в Пешаваре? Кто в результате вылетел со службы с треском? Кто это? Боже правый! Воскликнула миссис Эсдейл. Что это за глупости? Аппарат испортился. Останови его, Руперт. Это вовсе не замечание профессора. Но, боже мой, а куда делся наш друг капитан Бизли? Боюсь, мама, ему не поздоровилось, сказала Роза. Он выскочил из комнаты, как ошпаренный. Да ничего с ним страшного, изрек Руперт. Вон он бежит по аллее во весь дух, только пятки сверкают. Что-то мне подсказывает, что капитана мы больше не увидим. Но я просто обязан извиниться. Я вставил не те пластины. Вот эти, кажется, как раз и принадлежат лекции профессора Стендертона. Роза Эсдейл теперь стала Розой Стейрс, а ее муж — один из самых перспективных ученых в провинции. Вне сомнений, она гордится его умом и растущей славой, но бывает, что она все еще вспоминает голубоглазого капитана и удивляется тому, как странно и внезапно он ее бросил.